Привет, подписчики и гости канала! Всем большое спасибо за просмотры. Сегодня я к вам для того, чтобы поделиться впечатлениями от использования лампы Screen Light Bar. Это умная лампа Screen Light Bar Pro от Xiaomi. В принципе, как и все устройства на моем канале. Как вы считаете, бесполезная вещь? Пишите свое мнение под этим видео прямо сейчас. Потом исправите свой коммент, если измените мнение к концу ролика. Ну а мы погнали! Illy-Light Screen Bar крепится к монитору на раз, два, три. Раз. Цепляем кронштейн. 2. Примагничиваем лампу. 3. Подключаем провод к USB разъему. С обратной стороны разъем Type-C. И вуаля! Пожалуйста, умный свет теперь у вас. Лампа дает умный свет, и, как говорит производитель, она заботится о ваших глазах, исключая блики и искажения с экрана компьютера. Поможет тем, кто долгое время проводит за компом. Это геймеры, фотографы, монтажеры и так далее. Я с производителем полностью согласен. А также будет полезно тем, кто использует компьютер в темное время суток и не хочет включать освещение. Например, в комнате мало света или ваша вторая половина спит. Круто использовать, когда кто-то спит рядом, и ты не хочешь мешать. А вы проводите время за ноутом в кровати. Или смотрите в кино в темноте. Хотя она и для стационарного монитора, я использую ее с своим ноутбуком. Потому что питается от порта USB и включается вместе с компом. Теперь ваше рабочее место — это предмет интерьера, который создает атмосферу. Можно создать любую атмосферу. Теплую, холодную, авторскую, влюбленную. Любую атмосферу. Киношную, коктейльную, атмосферу для чтения. Совершенно разные. В комплекте у лампы идет вот такой вот космический супер-бупер по тактильным ощущениям пульт. И это, кстати, первый ребус от Illy-Light и Xiaomi. Называется «Найди, как вставить две батарейки TRIA в этот пульт и как его открыть». Этот секрет я открою в конце ролика, ну а вы пока пишите свои версии в комментариях под видео. И не забудьте, конечно, подписаться и поставить лайк этому видео. Лампы очень легко управлять с пульта. Поворачиваете вправо, яркость освещения увеличивается. Поворачиваете влево, яркость уменьшается. Вправо увеличивается, влево уменьшается. Если немного нажать на крышку и поворачивать вправо, градус освещения уменьшается, освещение становится холодным. Если удерживать крышку и поворачивать влево, градус изменяется и освещение становится более теплым. При двойном нажатии на крышку пульта изменяется режим лампы. Раз, режим поменялся. Еще раз нажали, выбрался более теплый режим. Оп, опять режим поменялся, лампа мерцает. Если нажать на крышку, лампа выключится. Нажмем еще раз, лампа включается. Лампа подключается очень просто к приложению. Качаете Illy-Light из Google Play или App Store и подключаете лампу. Правда, здесь есть небольшой нюанс. Для того, чтобы лампу подключить, например, мне необходимо ее сбросить. И это второй ребус от Illy-Light и Xiaomi. Для того, чтобы сбросить лампу, необходимо 5 раз подряд включить и выключить лампу с задержкой 2 секунды. Выключаем. Раз, два. Включаем. Когда девайс удален из приложения, верхняя лампа начинает мерцать, нижняя лампа просто светит в обычном режиме. Добавляем устройство. Начинается сканирование. Так, все, лампа найдена. Нажимаем на лампу, выбираем Wi-Fi сеть. Вот. Так, just a second.
лампа коннектится. Все, лампа замигала часто, это значит, что коннект идет. Так, все сделано. Все, здесь можно назвать девайс. Дальше обязательно включите значок управления лампой через LAN. Это даст возможность Razer Chroma коннектором подключиться к этой лампе через локальную сеть. Готово. Если вы этот ползунок не включите, Razer Chroma RGB работать не будет. И вообще другое управление голосовое также работать не будет. Готово. Все, готово. Теперь мы видим настройки лампы. Можем менять режимы различные. Увеличивать, уменьшать яркость. Ну, здесь все очень просто. Вот, это разобраться совершенно легко. Так, в настройках можно здесь тоже поискать, все очень просто и легко. Так, теперь еще один момент. Эта лампа работает с голосовыми помощниками и работает с умным домом. Но у меня умного дома здесь нет, поэтому я могу его просто подключить к Алисе через Wi-Fi. Это делается в 1 секунду. Для того, чтобы добавить устройство, нажимаем на плюс, выбираем устройство умного дома. Алиса сразу предлагает вот или Light, если не предлагает, найдите в списке. Нажимаем на или Light от Xiaomi иконку, обновить список устройств. Обновить список устройств. Все, лампочка найдена. Подвесной светильник для монитора или Light Screen Bar. Слушай, Алиса, выключи настольную лампу. Выключаю. Слушай, Алиса, включи настольную лампу. Включаю. Идеально. Не нужен никакой умный дом. Алиса просто с телефона через Wi-Fi все делает за вас. Так и буду делать. Молодец, Алиса. Лампа совместима с технологией Razer Chroma RGB. Это крупнейшая в мире экосистема освещения для игровых устройств, что дает практически безграничные возможности в создании цветовых визуализаций. В вашем наборе 16,8 миллионов цветов и набор уникальных световых эффектов, как динамических, так и статических, например, рябь, цвет звезд, огонь. То есть можно создать уникальные цветовые эффекты. Кроме того, есть Chrome Studio, в котором можно создавать просто авторские сногсшибательные цветовые эффекты. Также лампа совместима с основными игровыми платформами. Это платформа Steam и платформа Overwolf. По различным триггерам в игре, звуковые и другие триггеры, можно создавать различные цветовые эффекты, что дает практически 100% погружение в игру. Качаем программу Razer Synapse с настройками или Light по ссылке, которая указана в инструкции к лампе. Вот, регистрируйтесь, можно зарегистрироваться с помощью Google аккаунта. В Razer заходим в модули, добавляем доступный модуль E-Light, он будет здесь. Также устанавливаем Chroma Visualizer. Вот, он поможет вам настроить ваши индивидуальные цветовые схемы, также поможет включить различные триггеры. В частности, на звук, тогда можно будет его использовать как обычную светомузыку при воспроизведении аудио или при просмотре фильма. Итак, теперь у меня в визуалайзере подключены эффекты и работает светомузыка. Так, перед тем, как играть, качаете или Light Connector с сайта Overwolf, к примеру, открываете его, выбираете игру, вот, например, у меня это будет Counter-Strike, выбираете те эффекты световые, которые вам потребуются, вот даже можете здесь посмотреть, как эти световые эффекты работают. Вот, выбираете, все, пожалуйста, теперь можно наслаждаться световыми эффектами при игре в Counter-Strike и погружаться на 100% в игру. Еще один
секрет от Xiaomi или Light Bar Pro – это то, что эту лампу можно поворачивать. Сначала, когда я ее включил, лампа светила мне прямо в глаз. Прочитал инструкцию, смог ее повернуть. Только после этого начал наслаждаться ее использованием. А спонсор сегодняшнего выпуска – компания Жезла.нет. Именно она мне предоставила эту лампу на тест, и приобрести по промокоду, который будет указан в описании, вы можете прямо у них на сайте. Так что переходите и покупайте, кому интересно. Также хочу напомнить, что на канале идет розыгрыш. Ссылка на него всплывет вверху экрана. Переходите по ссылке, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свой комментарий и выигрывайте классный утюг с паровым ударом. Итак, раскрываю главный секрет, как ставить батарейки. Это очень просто. Берете пульт, прижимаете ладонь, удерживаете вот этот поворотный механизм и поворачиваете против часовой стрелки. Вот они, батарейки. Также возвращаете в обратное положение. Итак, кто догадался, проверим в комментариях. Теперь мои впечатления. Впечатления самые позитивные. До того момента, как эта лампа попала мне на обзор, я думал, что она, если честно, немного бесполезная. Но просто вникнув в суть, я был поражен. Можно читать, можно играть, можно смотреть кино, можно просто создавать крутую, классную атмосферу. Более того, эти устройства от RGB масштабируются, можно их объединять в единую систему и управлять с помощью Chroma Studio и визуализатора. Итак, обзор подошел к концу, у меня по обзору все. Для тех, у кого возникнут вопросы, обязательно пишите, задавайте вопросы в комментариях по подключению, по настройке. Просто пишите свое мнение, может кто-то уже эту лампу использовал, пишите свои впечатления. Ну а я прощаюсь с вами. Всем большое спасибо за внимание. С вами был Электрообзор.